Тайна пустых квартир. Давайте рассмотрим эту историю. Представьте себе, пятиэтажка, хрущевская, брежневская, 60-е, 80-е годы постройки. Живет там какая-нибудь такая тихая Марья Ивановна. Жила на себе, жила, вы вроде обращали внимание, вроде есть, а потом что-то нету ее и нет. Месяц нет, два нет, а потом однажды мимо проходите, а там вонь, грязь, вопли, пьянство, сопли, слюни, лужи желтые, вонючие. И 15 человек из ближнего, любимого чиновниками из Госдумы, тем самым Собяниным и Набиуллиной зарубежья. И вдруг вы сильно удивляетесь. Квартира должна была бы отойти государству или родственникам, но она почему-то становится общежитием, воняет и пугает ваших детей. Примеров очень много, где не просто пугает, однажды пенсионерка до дома не дошла, то есть просто какие-то звереныши, это в Подмосковье было, даже такое, люди выходили, и много интересных вещей выяснилось. Там вообще их селили в Доме культуры на втором этаже, а на первом, по-моему, дети занимались, а эти на все нападают, сексуализированно двинутые. И напали на пенсионерку, там страшные дела с ней сделали и жизни лишили. Но это я к чему. Значит, эти рядом с вами появляются. В России есть такая статистика: 7-9 миллионов одиноких пожилых людей, преимущественно это женщины. Многие собственники квартир в советских домах, приватизированных еще в 90-е. Смертность высокая, соответственно, родственников нет или они далеко. И после смерти пустые квартиры, которые годами не выписывают этих самых людей. Это одна из сторон, плюс к этому эти люди могут еще и исчезать довольно странно. При этом что-то кому-то передав, короче говоря, но это если отсылаться еще к 90-м годам, когда появлялись эти самые черные риэлторы, но раньше на месте пропавшего, допустим, одинокого человека появлялся какой-нибудь коммерсант такой мутный, подбандишенный, как их называли, и даже это нашло отражение, насколько это было массово, в фильме «Бандитский Петербург», когда там один из главных героев приезжает из армии, возвращается из горячей точки, из Афганистана, из боевых действий, и вместо его бабушки встречает какое-то жирное мурло, которое говорит, что там умерла, еще помогал. И даже такой намек от автора, как мне кажется, что, может быть, и не сама она умерла. Но если тогда были коммерсанты, тогда казалось, что это какой-то такой самый по себе единичный, не государством спроецированный случай, то полезность следить за историей заключается в том, что когда власть одна и та же, но проходит время, у истории есть такая привычка закольцовывать, все в истории повторяется. То появляются новые черные риэлторы, пришел сейчас момент такой. И вдруг на месте старых квартир появляются уже не коррумпированные бандюги, такие, как говорят, подбандишенные коммерсанты, это были коррупционеры, которые здесь все это увязывали. А сейчас вдруг на месте этих самых несчастных, одиноких пенсионеров начали появляться общежития. И тут ты начинаешь думать, а не от государства ли это все идет, или от каких-то представителей коррумпированных, которые черное риэлторство может быть не на пустом месте. А особенно если вспомнить частную тюрьму под Питером, которая была случайно обнаружена с крематорием на нижних этажах, очень странными событиями вокруг Шенгеля, профессионального свидетеля, который сотрудничал со Следственным комитетом, много знал, поэтому довольно стремительно и удивительно он помер. Его расстреляли на скорости порядка 200 км в час, то есть явные профессионалы. А потом на одном из его участков есть такие подозрения, то есть вокруг были его участки, и один был с частной тюрьмой, в которой явно содержали и долго содержали людей, хотя официально зачем-то Следственный комитет едва ли, по-моему, говорил, или какие-то представители, по-моему, Следственного комитета, что она не действовала, эта тюрьма, при том, что там сношен замок, то есть я свое расследование делал, явно действовала, и при этом очень странно себя вел Следственный комитет, он эту тюрьму просто залил, затопил и закопал, в конце концов, вместо того, чтобы проводить расследование. Что наталкивает на разные выводы и предположения о коррупции, коррумпированности и пропажах людей. Еще раз, это была тюрьма, которая, там были места содержания, камеры и крематории внизу. Это наталкивает на мысли о подписании каких-нибудь документов. Я не могу делать окончательные выводы, но меня удивляет то, что Следственный комитет захотел, чтобы я не мог их делать. Он просто избавлялся от этой тюрьмы, говоря, что мы не знаем, кому, то есть не сам он говорил, но там обсуждали журналисты, кому она принадлежит, а Следственный комитет как дома хозяйничает, ее просто закапывает. Делайте, что называется, выводы, и вы тоже свои. Тем не менее, как могут выявляться, давайте сегодня поговорим немножко о пенсионерах, как они могут выявляться. Понятное дело, что не украинские мошенники этим занимаются, потому что уже давно мы с вами определили, и не один раз, что первое, когда я еще только начинал рассматривать вопросы обмана пенсионеров, которых забирают деньги, то есть они их отдают, то у меня было очень много комментариев, что это за пенсионеры такие. И я по поводу одного из дел, даже уже не помню, какая там была сумма, я просто посчитал, сколько надо сидеть на пенсии, чтобы тебя обманули на такую сумму. И получилось 100 лет.
Вот, ну, то есть 70 баксов в России пенсия, а забирают мошенники, у них там по 50 миллионов там и так далее. Но поначалу, кстати говоря, вот я давно это отслеживаю, всегда рекомендую, если занимаетесь какой-то темой, всегда надо с первых новостей, потому что потом будут подчищать, потому что что-то начнет выползать наружу, какая-то логика что-то подскажет. Поначалу это были никакие не просто пенсионеры, да, всерьез ограбления идут такие серьезные суммы, ну, пытаются грабить, всем звонят, да, грабануть пытаются всех, но все серьез разводят так уже целенаправленно и очень отработанно, и зная какие-то, ну, видимо, тонкости и нюансы, чем-то, наверное, запугивают, там каких-то чиновников, их детишек и так далее, там, ну, каких-то приближенных, то есть, ну, или их родителей, вернее, да, раз, если мы говорим о пенсионерах. То есть, самое главное, откуда же берется у них информация, то есть, явно не из Украины, даже если бы это была Украина причастна, но тогда информацию они все равно брали бы из России. Тем не менее, откуда же она может браться? Она может браться от почтальонов, соцработников, сотрудники управляющей компании, ТСЖ, участковые и вообще все любые поликлиники, банки, которые утекает информация, госуслуги. Все это фиксирует, кто забирает пенсию, кто не забирает пенсию, открывает, не открывает двери. Если мертвый, то можно использовать его имя, а может быть даже ЖКХ. Это реально происходит. Участковые диспетчеры ЖКХ знают адреса молчащих квартир, если человек куда-то исчез, скончался и так далее. Данные сливаются заинтересованным лицам, диаспоры, черные риэлторы. Классические схемы захвата с 10 по 24 год – это поддельные доверенности, завещания через давление или обман. Фиктивные браки, пенсионерка выходит замуж за мигранта, пример СПБ 24 год, таджик после смерти жены захватил квартиру. Фиктивная прописка. Еще раз, все службы продажные вот эти, они просто работают на эти диаспоры. Поэтому даже вот, а кому жаловаться? Совершенно не защищены наши чудесные старики-пенсионеры. А вы знаете, ведь есть выражение, что уровень защищенности населения, он измеряется не тем, как защищенная, я не знаю, дочка Пескова, да, не так это считается. Считается, что насколько защищены наименее, вернее, уровень жизни наименее защищенного класса, то есть это старики и дети, измеряется в принципе уровень жизни в стране. Так, наверное, что-то немножко коряво я высказался, выскочила полностью, как это формулируется, точно фраза. То есть мы можем смотреть спокойно на стариков и понимать, что бы нам ни говорили там какие-то пропагандисты, самые патриоты, тот, кто вот об этом говорит, если вы об этом говорите, если вы пишете комментарии, подписываетесь, распространяете это, значит вы патриоты. Значит вы в принципе человеколюбимый человек, то есть вы порядочный и нормальный человек. Потому что под ударом пенсионеры, по ним просто идет один самый мощный удар, потому что за них некому заступиться. Так и хочется пересмотреть фильм «Пчеловод». Извините, отвлекся, едем дальше. Фиктивная прописка десятков и сотен человек. Челябинск, 26-й год, 119 мигрантов в одной квартире живет. После того, как куда-то делся любимый наш человек, который всю жизнь свою отдала любимой стране. Камчатка, 24-й год, 60 человек. Мертвые души, счета продолжают приходить на умершего, квартира используется как общага под крышей управляющей компании. 24-25 год, конкретные случаи с мигрантами. Подмосковье, деревня Быково, октябрь 24-го. Мигранты самовольно заняли 2 квартиры пенсионерки, пока она отсутствовала. Все, катись отсюда, вот так вот, бабуленцы. Ты слишком много работала, иди отсюда. Красноярск, 25-й. Пенсионерка прописала десятки мигрантов, толпы в подъезде стоят. СПБ, ноябрь 24-го. Мигранты из Таджикистана. После Крокуса, значит, у нас таджики себя все равно прекрасно себя чувствуют. Таджикистана после фиктивного, ну, я, значит, здесь просто попытаюсь объяснить, что нам что-то говорят, но ситуация всерьез не меняется. Для вида что-то говорят, но свою работу как делали, так и делают. Взяточники взятки как брали, так и берут. А диаспоры как жили, так и живут. Тем не менее, так, мигрант из Таджикистана после фиктивного брака совершенно спокойно захватил квартиру умершей пенсионерки. А надо бы расследовать, почему умерла, как захватил, но... Мигранты-начальники в ЖКХ помогают своим, естественно. Мигранты-начальники об этом не очень много пишут. Начальники отделения полиции тут вообще говорить нечего. Но они помогают своим соотечественникам, потому что они националисты. Они по национальному признаку, конечно же, любят своих земляков. А роль управляющей компании, ЖКХ, крыши управляющей компании закрывают, естественно, глаза на переуплотнение. Наверное, не бесплатно они закрывают. Надо вспомнить, кто вообще учредители зачастую, не только управляющих компаний, но и компаний-застройщиков зачастую, они же являются управляющими. Ну, тут, как говорится, глубоко копать даже и не придется. Итак, вы, наверное, знаете все эти ответы. Мигранты числятся дворниками, рабочими на бумаге, мертвые души в оранжевых жилетах. Ну, это методика еще, на самом деле, Советского Союза появилась, но сейчас ее уже откатывают совершенно омерзительно. А вообще она появлялась на госпредприятиях, где не было никаких наличных,
а иногда бывают такие, срочные работы, например. Это вот замдиректора по АХЧ подтвердят, если зайдут на это видео, потому что нужен был какой-то налик, трубу прорвало, надо заплатить. У тебя есть свой слесарь штатный на балансе, он пьяный валяется. И поэтому нужно было, чтобы какие-то копейки были. Делали такие искусственно комплексные бригады, там были ограничения, я уж не помню, там человек 12, что ли, меньше. Вот. И на них зарплата приходила, зарплатный фондик в руки директора. И он получал эти деньги, и он должен был там сам им выплачивать. Вот комплексные бригады такая вот своеобразно, значит, шли не через бухгалтерию выплаты зарплаты как-то, в общем, не помню уже так подробно, но суть в том, что можно было это задержать. Почему? Потому что создавали мертвые души, действительно, давали паспорта там своих родственников, сотрудники, и создавалась эта маленькая бригада, которая давала вот эту маленькую копейку, там какие-то технички, там дворник, уборщица, еще что-то. Вот что такое комплексная бригада. У них и так зарплаты не очень большие, поэтому какая-то сумочка получалась. Вот, сейчас поэтому масштабно, конечно же, разворовывают с бюджета, получают зарплату из бюджета, но реально не работают. А здесь, вы видите, то есть эти жилеты, говорят, что приезжают, прокололись, когда приехали из Индии, а из Индии внешне-то, да, с таджиком не перепутаешь, ребята темненькие. Вот, и, соответственно, люди заметили, а где эти из Индии, за 100 тысяч приехали работать. Холода, говорят, боятся. Была такая новость. Становится совершенно очевидно, что на этом хорошенько все это, значит, превращают в откачивание ваших денег, получают зарплату из бюджета, помимо того, что да, есть эти банды, но есть еще и мертвые души, но только масштаб уже глобальный. И уж точно не с целью спасти свое любимое предприятие от затопления какой-нибудь прорванной трубы. Реально они, естественно, не работают. Квартиры также одиноких используются как нелегальное общежитие под контролем диаспор. Силовики местные в отдельных случаях покрывают эту схему, естественно. Демографический сдвиг районов в старых районах Москвы, Питера, Подмосковья, Красноярска, Челябинска. Целые подъезды и дома уже меняют облик за 1-2 года. То есть люди на это обращают внимание. То есть совершенно целые районы становятся там не то население, которое, естественно, было бы увидеть в России, по крайней мере. Коренное население вымирает, уезжает на место. Организованные группы из конкретных стран Центральной Азии в основном. Серые зоны полиция слабо контролирует, если контролирует вообще. Свои порядки, иной раз пишут жалобы, а никакого контроля нет. Через Центральный аппарат Следственного комитета еще кое-как. Иногда резонансу придается большее звучание, идут проверки, но по большому это как, не знаю, дробью по слону стрелять. Не знаю, какой пример привести. Связь с общей миграционной политикой такая. Бастрыкин еще в июне 24-го, за первые 4 месяца 24-го сообщал, что в Москву, Московскую область завезли почти 3 миллиона мигрантов. То есть по миллиону в месяц практически завозят. Завоз именно из определенных стран, это Центральная Азия, попытки с Индией, они ведутся, что-то их не видно, а деньги на них, я так понимаю, уже с бюджета распиливаются, выпиливаются, осваиваются, господи, слово вылетело. Индийцы. Массовый завоз 25-26 подстройки в ЖКХ, но многие типа не выдерживают холод, по крайней мере, люди их не заметили. Про рабочие руки я, например, со своей стороны прихожу к выводу, что это откровенное вранье на фоне реальной картины заселения. И давайте, еще нам все время говорят, что нужны рабочие руки. Я уже, и шутил, и не шутил, и серьезно говорил, что как-то слишком странно, что из одних и тех же регионов берете. Но если вам нужны рабочие, то много стран, с каких можно пригласить, как в принципе, да, там, как в Канаде, выездные сессии. Нет, здесь целенаправленно только таких исламского толкования, причем каких-то радикальных взглядов граждан везут. То есть, если либо это Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, которые вообще для народа достаточно болезненно воспринимаются после того, как там, только что не геноцид просто русского народа был, многими признано, господи, и документальных фильмов хватает. И на этом фоне именно оттуда кто-то, видимо, они же, те же диаспоры, которые и застройщиками-то являются, они же, под видом, что нам нужны рабочие, таких расследований уже полно, что оказывается, что они нигде не работают, и так далее. Последствия для коренного населения, какие можно сделать вывод? Потери жилья, которые, что касается пенсионеров, сегодня мы немножко об этом, которое должно было оставаться в семье или государству, рост нагрузки на инфраструктуру в тихих районах, естественно, изменение демографического облика, язык, культура полностью заменяется, переписывается история, ломаются скрепы, хотя нам говорят, что надо сохранять скрепы, но то ли не могут, то ли не хотят нам их сохранить. Криминогенная обстановка, естественно, ухудшается. Чувство безнаказанности у самих этих заезжающих, их толпа заезжает, их больше. Они уже чувствуют себя государствообразующим народом, а такой статус получают народы, которых просто больше. Просто больше. Тот, кого больше, тот и является государствообразующим. И, собственно говоря, что еще можно сказать? Пишите свои истории, своих подъездов. Сколько раз видели новые лица после смерти одинокого соседа? Кстати говоря, обращайте на это внимание. Давайте поднимать эти вопросы.
вопросы, озвучивать их, кто реально стоит за сливами данных с крыши, схем, почему государство годами не может навести порядок в вымороченном имуществе, эффективной прописке, то есть мы это видим год за годом, день за днем, новость за новостью, и что? Но это же симптоматика, где решение, да, ключевых вопросов. И что мы имеем в итоге? Картина такая, пока старики умирают в одиночестве, их квартиры целенаправленно занимают под конкретные потоки, значит, заселяют. Это не случайность, это, скорее всего, система. А я так вообще уже предполагал с своей стороны, что вот этот завоз идет под видом «нужны руки» с целью просто заполнения, просто чтобы они сидели вот в этих квартирах, или какие освобождаются, их туда запихивают, они там сидят, им может быть вообще просто денег подкидывают, чтобы ели. Нужно их присутствие. Где-то оформляют с документами. Я думаю, что где-то осторожничают, потому что иначе будет заметно. Не все, как говорится, согласны с этой историей того, что происходит сейчас. Но их просто набирается количество. Не говоря о том, что уже звучало о том, что да, вот этот деятель, господи, вылетел из головы, этнический чеченец, который начал говорить, что плохое правительство, оно специально их создает, чтобы они там вышли на улицу, все захватили, защищали интересы государства, но он сам лживым оказался. Да, вот это в ПАСЕ резонанс был, скандал. И он, который начал оправдывать убийство чести, то есть с ним стало все понятно, а раз стало все понятно, то есть верить ему нельзя, то давайте перейдем наоборот. Что это не государство специально, там, чтобы они власть плохого Путина, он там Путин плохой, чтобы плохого Путина, значит, защитила власть при помощи этих рук. Это не знаю, на кого это рассчитано, потому что люди знают, кто живет вокруг, кто доволен, кто недоволен. Многие этим недовольны, но постановка с каких-то верхов идет. Вот, скорее всего, наоборот. Наоборот, они заезжают, создают эти анклавы, на эти диаспоры, а дальше большие деньги, кто-то продажный, у кого-то просто ситуация жизни и так далее, они просто выкупают эту возможность заполнить. А то, что они могут выйти против кого-то или кого-то поддержать или еще что-то, я думаю, что, вот еще раз, это моя мысль, мне все время хочется видеть не самые худшие и густые черные краски в развитии той или иной ситуации. Я бы предположил, что они просто ждут переписи населения. Когда будут внесены как либо второй государствообразующий народ, либо, может быть, как первый, не знаю. Пишите со своей стороны, что думаете вы, какое ваше мнение, я свое высказал. И прошелся, кстати говоря, еще раз спасибо за ваши комментарии, потому что вот такие отсылки к каким-то ключевым моментам, важным, дополняющим общую картину, да, вот то, что пенсионеры, черные риэлторы, этому же вообще не уделяется внимания в новостях. Так что спасибо за ориентирование, все, мы с вами со временем картинку полностью соберем. Хочется надеяться, что это кого-то спасет, да, и привлечение внимания к таким вопросам. Это чего боятся тени, они боятся света. Так что давайте больше свету, что называется, в кабинет, друзья мои. Пишите комментарии, поддерживайте и видео, и работу, и, в принципе, сами вопросы поднимайте. Процветания вам, вашим близким, мудрости, здоровья. И увидимся в следующих новостях.